Привет всем! Это вторая часть видео, посвященная Артизану 837. В первой части я определил, что путем нехитрых экспериментов определил, что неисправна головка принтера. Через нее чернила не поступают на бумагу. Значит, моя задача двигаться дальше. Для того, чтобы двигаться дальше, я отключу сейчас вот этот шлейф для управления самой головкой и буду разбирать саму головку. Вот я головку снял. Головка была подключена вот через этот разъем к шлейфу. Он легко снимается, просто вытаскивается вот в эту сторону. Вытаскивается и все. Вот я ее расшатал. И вот нижняя часть головки и вот верхняя. Условно, я их условно называю, да? Чтобы было понятно. Вот. Ну, в принципе, мы можем даже сейчас... У нас тут отверстие для чернил. Вот. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. 6 отверстий. В принципе, я, наверное, смогу сейчас попробовать через эти отверстия промывочную жидкость прокачать. Попробуем через вот это. Ну, тоже появляется. Я попадаю в камеру. Вот они появляются. Предварительный диагноз был, в общем-то, правильный. Там была мысль, что головка неисправна и забита. Но через дюзы вода прокачивается. Жидкость промывочная прокачивается. Значит, вопрос не здесь. Вопрос здесь. Давлю. Отсюда никак. Вот. Видно, что вот сейчас какой-то маджента, да? Вот. Попал. Ну, допустим, еще одно отверстие сейчас возьму. Давлю. С этой стороны у нас ничего не появляется. Водичка не... А сюда, в обратную сторону, желтый. Вот желтый был виден, да? Хорошо. Значит, отсюда сюда или отсюда сюда у нас, ну, скорее, если она вот так вот у нас крепится, вот так вот. Значит, вот отсюда сюда не поступает жидкость промывочная, ну и, естественно, что чернила не поступает тоже. Значит, что? Мы будем разбирать. Здесь для разборки надо будет открутить 1, 2, 3, 4. И вот тут вот еще спрятан пятый. Вот он. Пятый винтик. Вот он. 1. Вот здесь 1, 2, 3, 4, 5. Все, откручиваю.
эти 4 я открутил. Отдираем этот скотч. Откручиваем последний винт. Так, ну, все винты открутил. Винты в сторону. Так, 5 винтиков. Это на место, скотч на место. Так, теперь, наверное, это как-то разберем. Вот эта крышка головки, а это ее корпус. Ну вот, мы ее, кажется, разобрали. Ну вот. Вот что мы наблюдаем. Но здесь вот, скорее всего, что забито вот здесь вот все. Да не скорее всего, а так оно и есть. Ну, это как раз та прокладка, через которую я попытался вот таким образом прокачать. Но не получается прокачать, потому что здесь все забито. Вот. Так, ну я насколько понимаю, здесь... Короче, в конце концов я определил, что чернила не проходят через вот эту вот часть. Ну, как ее промыть, я пока еще не знаю. Как ее разобрать, тоже пока не знаю. Я вижу здесь какие-то... Никаких винтиков, ничего нет. И она вообще разбирается или нет. Как ее разобрать? Ну, скорее всего, уже здесь вот я вижу какая-то прокладка, что ли. Или это нет, корпус. Короче, я вот буду думать, как промыть вот эту вот часть. И продолжу. Сейчас. Продолжим наше видео. Значит, что я сделал? Я пытался прокачивать промывочной жидкостью через вот эту часть головки. Но у меня ничего не получалось. Причем я хотел бы предупредить, что продавливать вот его вот отсюда шприцом продавливать не стоит. Все же лучше высасывать. Почему? Потому что вот здесь вот пленочки, тоненькие пленочки такие. По каждому цвету и одна посередине еще. Я не знаю, какую роль играет вот посередине, но вот эти вот по краям, они как бы, видимо, сглаживают. Должны сглаживать пульсации. Ну, типа как демпферная камера дополнительная еще. Но я так думаю, я могу ошибаться. Так вот, если сильно надавить, то можно, скорее всего, порвать вот эти пленки. Если, ну, со всей дури, короче. Я что сделал? Я сделал совершенно наоборот. То есть я начал высасывать. Для того, чтобы высасывать, я развел промывочную жидкость, сделал ее, ну, из какого-нибудь вот стеклоочистителя, стекломой любой, короче. Только его желательно все же перед работой профильтровать, потому что они некачественные иногда бывают, и бывает с мусором каким-нибудь. Ну, нужно посмотреть на просвет. Если там какой-нибудь мусор, то желательно профильтровать все же. Вот. Я профильтровал, добавил дистиллированной воды, здесь где-то примерно около 2-3%. Заливаю это все.
Надо, чтобы здесь не было никакого мусора. Вот надо обязательно за этим моментом проследить. И потом, что я сделал? Ну, так как у нас там получается, что жидкость уже снизу есть, правильно, да? Жидкость попала туда, в отверстие. Вот в эти, я сейчас покажу, может быть. Вот в эти отверстия жидкость попала. Ой. Ну ладно. Все равно видно будет, скорее всего. Потом беру цвет. Вот, мне кажется, что это синий. И начинаю качать. Я выкачиваю насосом. Шприцом качаю. И если видно, да, что шприц полон. Вот я прокачал через него 10 кубиков, через вот какое-то одно отверстие. Ну, допустим, что это синий. Сливаю и делаю то же самое со следующим отверстием. Ну, это светло-голубой, похоже. Промывочная жидкость. И промываем каждый цвет по очереди. Как я уже говорил, я не буду прокачивать через эту часть головки. Я наоборот буду создавать вакуум в шприце для того, чтобы прокачать снизу вверх. Вот понятно, да? То есть чисто. Проделаем эту процедуру со всеми цветами. И в таком вот положении я оставляю на несколько часов. Потом буду смотреть дальше. Если легко будет прокачиваться промывочная жидкость, я закончу эту процедуру промывкой дистиллированной водой.